тихом омуте черти водятся, но на подобные омуты стоит обращать самое пристальное внимание, особенно если из их глубин распространяется запах разлагающейся плоти. Джеффри Даммер, про которого сегодня пойдет речь, был тихим и ничем не примечательным на первый взгляд человеком. Возможно, именно это помогало ему оставаться на свободе на протяжении всего периода его кошмарной кровавой деятельности, которая длилась целых 13 лет. Его история интересна тем, что его детство в целом, за исключением некоторых моментов, было вполне обычным. Его не насиловал отец, не избивала мать, и никто его не домогался. Хоть впоследствии вышеназванный отец, Лайонел Даммер, и заявлял о том, что его сын подвергался сексуальному насилию со стороны соседа в его детстве, сам Джеффри это отрицал. Также в его биографии присутствуют моменты, которые можно назвать хождением по наитончайшему льду. Например, полицейские останавливали его за то, что он пересек центральную полосу дороги во время движения на автомобиле. Сюда стоит добавить тот факт, что в момент остановки он находился в нетрезвом состоянии. Но самое примечательное в этой ситуации было то, что в этот момент в его машине находилось расчлененное и упакованное в несколько пакетов для мусора тело его первой жертвы. И находились эти пакеты не в багажнике, а на заднем сиденье автомобиля. Если бы те полицейские были хоть самую малость дотошнее, то список жертв Джеффри Даммера на протяжении следующих 13 лет не пополнился бы еще 16 именами. Но это далеко не единственный курьезный момент из его биографии. В ней также имеется эпизод, когда он убил свою жертву в отеле, после чего вывозил тело в огромном чемодане. Но самым вопиющим случаем по праву можно назвать тот, когда он смог убедить приехавших на вызов полицейских в том, что окровавленный 14-летний подросток вовсе не жертва, а его 19-летний бойфренд. Вдобавок ко всему, в этот самый момент в его квартире находилось тело еще одной его жертвой, убитой буквально парой дней ранее. А еще Даммер всерьез верил в то, что ему удастся создать из кого-то из своих жертв покорного и безвольного зомби. Но и это еще далеко не все ужасающие факты из жизни Джеффри Даммера. Об остальных вы узнаете из этого видео. Также Даммер оставил свой след в медиаиндустрии. В 2002 году вышел фильм «Палач Даммер», главную роль в котором исполнил Джереми Реннер. Затем в 2017 году на экраны вышла кинокартина «Мой друг Даммер». Отдельно хочется упомянуть сериал 2022 года «Монстр. История Джеффри Даммера». Главную роль в нем исполнил Эван Питерс, известный по американской истории ужасов, а также по роли Питера Максимов в «Людях Икс». Из плюсов этой экранизации хочется выделить то, что она получилась очень качественной и достаточно подробно пересказывает зрителям биографию данного серийного убийцы. В ней присутствует большое количество эпизодов из реальной жизни. Также хочется похвалить актерскую игру Эвана Питерса, получившего награду «Золотой глобус» за исполнение этой роли. Кстати, факт получения Питерсом этой награды крайне сильно возмутил мать одной из жертв. Что же могу сказать? Никому не пожелаю оказаться в схожей ситуации, и ее возмущение вполне можно понять. К минусам этого сериала можно отнести хоть и небольшую, но все же затянутость и практически полное обезличивание почти всех жертв, за исключением разве что Тони Хьюза, сына Ширли Хьюз, той самой возмущенной женщины, про которую я только что сказал. По поводу рекомендаций данного сериала к просмотру, решайте сами. А сейчас мы снова вернемся к реальным событиям. Джеффри Лайонел Даммер родился в Вест-Эллисе, штат Висконсин, в семье Джойс Аннет и Лайонела Герберта Даммера, химика-исследователя. Есть информация о том, что у Джойс Даммер тяжело протекала беременность. Она страдала приступами частичного паралича, причину которого врачи так и не смогли выяснить. Тем не менее, ей сделали инъекции барбитуратов и морфия, которые, наконец, ее расслабили. Также Джойс был прописан фенобарбитал. Помимо этого, она страдала от частых перепадов настроения и депрессии, курс лечения от которых во время беременности она не прерывала. Ее супруг позже указывал на то, что во время беременности Джойс принимала слишком много различных препаратов, что могло сказаться на здоровье их сына. Что касается самого Джеффри, в 1964 году, в возрасте 4 лет, ему диагностировали двустороннюю грыжу в паховой области и провели операцию, после которой он испытывал сильную боль. Лайонел Даммер утверждал, что именно с этого момента Джеффри стал становиться более замкнутым. Возможно, именно эта боль могла повлиять на последующее чувство сексуальной неполноценности и незащищенности.
Однажды 4-летний Джефф наблюдал за тем, как его отец собирал кости мелких животных, умерших под домом. Я их собрал и положил в металлическую коробку, чтобы собрать их всех в одном месте. Они упали туда со звенящим звуком, и Джефф, похоже, заинтересовался ими. Вы знаете, оглядываясь назад, все выглядит мрачным, темным и зловещим. Знаете ли, может ли это быть началом чего-то злого? Или, возможно, это было просто любопытство ребенка? Позже эта тяга переросла в полноценное хобби. Отец Джеффа, будучи человеком науки, поощрял такую любознательность сына, считая, что в дальнейшем он имеет все шансы также стать ученым. Когда Джеффри было 8 лет, он переехал со своей семьей в Бат, штат Огайо. Его отец сообщил, что именно в это время он подвергся сексуальному насилию со стороны соседского мальчика. Сам Джеффри утверждал, что ничего подобного не помнит. When Jeff was 10, his mother was hospitalized and treated for anxiety. From there, his parents' marriage began to fail. Jeff's fascination with nature and small animals continued into... Шло время, Дамер становился все более замкнутым и необщительным, проявляя мало интереса к каким-либо хобби и социальному взаимодействию. В школьные годы Джеффри заработал репутацию неудачника со склонностью к глупому и неадекватному поведению. Он ездил на велосипеде по окрестностям в поисках мертвых животных, которых препарировал дома или в лесу неподалеку. Джеффри хранил части их тел дома в бутылках с формальдегидом, который брал у отца. На заднем дворе дома он устроил кладбище животных. Есть информация о том, что однажды он даже насадил голову собаки на кол. Джефф, ты помнишь свое детство, опыт и самый ранний интерес, увлечение внутренностями животных? Откуда это взялось? В 9 классе на уроке биологии у нас было обычное вскрытие эмбрионов свиней. Я взял один из них домой и сохранил его скелет. Затем я просто начал заниматься собаками и кошками. Я думаю, это могло бы превратиться в обычное хобби, как таксидермия, но этого не произошло. Я отклонился от этого. Почему, я не знаю. Все, что я знаю, это то, что я хотел посмотреть, что было внутри у этих животных. У тебя было какое-то удовольствие от разрезания животного? Да, но не было никакого сексуального удовольствия. Просто было... Это трудно описать. Чувство силы, контроля? Да, я думаю, это подходящие слова, чтобы описать это. Я вроде как вижу увлечение, вы знаете, желание увидеть или рассмотреть внутренности животных. Скажи, впервые после того, как ты сделал это один раз, что еще можно было получить, посмотрев на внутренности второй собаки, третьей? Я не знаю. Это стало навязчивым желанием, и оно переключилось с животных на людей. Я до сих пор не понимаю. Я не знаю, почему так произошло. Что ты делал с мертвыми животными, Джефф? Ты подбирал их с дороги и отвозил обратно в лес? Да, отвозил их обратно в лес, сдирал с них шкуру, иногда разрезал их полностью. Смотрел на органы, прикасался к ним. У меня было какое-то общее волнение, я не знаю почему. Видеть все это было очень захватывающе. Один из самых больших вопросов твоего отца, когда ты начал меняться, когда ты перешел в этот мир одержимости или темных фантазий, из которого ты просто не мог вернуться. Можешь ли ты точно определить, есть ли у тебя представление о том, когда это действительно начало происходить? Что случилось с тобой, Джефф? Я думаю, это было где-то в 14 или 15 лет. У меня начались навязчивые мысли о насилии. Они смешивались с мыслями о сексе, и становилось все хуже и хуже. Я не знал, как кому-то об этом рассказать, поэтому не стал рассказывать. Я просто держал это в себе. Есть хоть какие-то мысли, откуда это взялось? Нет, я говорил с несколькими психологами об этом. У них есть свои теории, но нет конкретных ответов. А у тебя есть теория? Нет, я не знаю, откуда это взялось. И я, наверное, никогда не узнаю. Позже его отец сказал о том, что, возможно, именно это увлечение могло стать отправной точкой для формирования маниакальных наклонностей Джеффа. Я действительно убежден, что это было своего рода отправной точкой. Это было связано с половым созреванием, когда еще и гормоны добавляются в эту ужасную смесь. Что он делает? Он исследует внутренности животных, и в это же время у него идет половое созревание. Дамер начал пить в подростковом возрасте, и уже к моменту окончания средней школы стал алкоголиком. Я помню, как сидела рядом с ним на первом уроке. Кажется, на уроке истории. У него был пластиковый стакан виски. Кажется, это был виски. Я помню, как говорила: «Джефф, что это такое?» Он откинул голову назад, встряхнул ею и сказал: «Это мое лекарство». Но он явно напивался уже в 8 утра.
4 июня 1978 года Джеффри окончил среднюю школу. К этому моменту он жил один. Из-за развода родителей в 1978 году его отец временно переехал в отель неподалеку. Позже из дома уехала его мать. Она не сочла нужным уведомить своего бывшего супруга о том, что с собой она взяла только их младшего сына, оставив Джеффри наедине с самим собой. На тот момент Джеффу было уже 18 лет, и по закону он был совершеннолетним. И его все чаще стали посещать мысли о насилии над людьми. В одном из интервью он говорил о том, что задолго до совершения первого убийства у него была фантазия о том, что он берет в заложники автостопщика и заставляет его делать все, что он ему прикажет. С 15 лет у меня была повторяющаяся фантазия о том, что я встречаю на дороге автостопщика, беру его в заложники и делаю с ним все, что я захочу. 18 июня 1978 года Даммер воплотил эту фантазию в реальность. Он подобрал на дороге 19-летнего Стивена Хикса, путешествующего автостопом. Примерно 3 года спустя, когда мне было 18 лет, по дороге домой я увидел этого автостопщика примерно в миле от моего дома и подумал, стоит ли мне остановиться и подобрать его, или мне просто продолжать ехать дальше. Мне бы хотелось продолжать ехать дальше, но я остановился, подобрал его, и вот тогда кошмар стал реальностью. Мне показалось настолько странным, что эта навязчивая идея, о которой я постоянно думал и хотел, чтобы это произошло, просто все обстоятельства сложились так, что это стало возможным. Что произошло после того, как ты отвел его в дом? Дом был пуст. Моя мать жила в Чипово-Фоллс со своей семьей, а мой отец жил вне дома. Он снял мотель примерно в 5 милях отсюда из-за развода. Весь дом был в моем распоряжении. Я много пил в то время. Просто я искал что-то, чтобы получить какое-то удовлетворение, немного удовольствия. И я действовал в соответствии со своими фантазиями. И именно здесь все пошло не так. Они отправились домой к Джеффу выпить пиво. Когда Хикс попытался уйти, Даммер ударил его по голове гантелью, после чего задушил его. Затем, ближе к ночи, он расчленил тело Хикса и упаковал его в мешки для мусора. Как я говорил уже в начале этого видео, полиция остановила его из-за того, что его машину мотало из стороны в сторону по всей дороге, и он пересек центральную полосу. Этот момент был показан в сериале 2022 года с акцентом на то, что Джефф находился в нетрезвом состоянии. Так оно, вероятнее всего, и было на самом деле, ведь по имеющейся информации они вместе с Хиксом употребляли алкоголь у него дома. Полицейские поинтересовались, что находится в мусорных мешках. Джеффри сказал о том, что он очень сильно переживает из-за развода своих родителей и решил, что ночная поездка на свалку его немного отвлечет от тяжелых мыслей, которые навалились на него из-за возникших семейных проблем. Полицейские не стали проверять содержимое мешков на заднем сиденье и сказали ему возвращаться домой. Так он и поступил. Вернувшись обратно, он спрятал части тела Хикса дома на 2 недели, в течение которых методично отделял плоть от костей. Сами кости он разбивал молотком и выбрасывал немногочисленные останки на заднем дворе. Позже Даммер сказал, что убил Хикса, потому что не хотел, чтобы тот уходил. По крайней мере, один выживший после нападения Даммера сообщил, что после того, как он некоторое время добровольно пробыл в его квартире, он упомянул о том, что хочет уйти, и поведение Джеффри резко изменилось. В его голосе появилась паника, после чего он на него напал. Сам Даммер позже сказал, что ему никогда не нравились убийства, и они не были его истинной целью. Он делал это только для того, чтобы как можно дольше продержать человека рядом с собой, даже если ради этого ему приходилось его убить. Единственным моим мотивом было желание полностью контролировать человека, которого я находил физически привлекательным, и держать его при себе как можно дольше, даже если это означало бы просто сохранить какую-то его часть. В 1978 году Джеффри поступил в университет Огайо, где проучился всего лишь 1 семестр, а затем был отчислен за постоянные прогулы и пьянство. После этого отец заставил его поступить на службу в армию. Весной 1979 года тот подписал контракт на 3 года службы в армии США. Поначалу он там даже преуспевал и прошел 1,5-месячные курсы подготовки санитаров в Сан-Антонио, после чего был направлен на американскую базу в Бамхольдере в Германии. Но уже в 1981 году Даммер был досрочно уволен за пьянство. После демобилизации из армии ему предоставили билет на самолет в любую точку страны. Он направился в Майами-Бич, штат Флорида.
Так как жилья у него там не было, он в течение долгого времени ночевал на местных пляжах. Вернувшись домой, он продолжал много пить и позже в 1981 году был арестован за пьянство и хулиганство. В 1982 году он переехал к своей бабушке в Вест-Эллис, где прожил 6 лет. В это время поведение Джеффри становилось все более странным. Однажды его бабушка нашла в шкафу полностью одетый мужской манекен, который Дамер украл из магазина. В другой раз бабушка нашла под его кроватью револьвер. Позже она начала обращать внимание на ужасный запах, исходящий из подвала. Она сообщила об этом отцу Джеффри, на что сын заявил, что занимается в подвале своим старым хобби – изучает мертвых животных. 7 августа 1982 года Дамера арестовали за хулиганство, он снял штаны на публике. Также его арестовали за схожее правонарушение 8 сентября 1986 года. Тогда он снова намеренно обнажился на глазах у группы детей в Милуоке. По одной версии во время мочеиспускания, по другой – в процессе мастурбации. Примерно в этот же временной период произошел еще один случай, когда Джеффри находился буквально в миллиметре от того, чтобы его отец узнал все его кошмарные тайны. В его распоряжении находился ящик, запирающийся на замок. В нем маньяк хранил голову и конечности одной из своих жертв. Из-за этого ящика между Лайонелом и Джеффом возник конфликт, когда Дамер-старший потребовал от сына его открыть. Само собой, далеко не самый глупый серийный убийца не желал, чтобы кто-то узнал о его тайных наклонностях и отклонил требования отца открыть эту коробку. Но Лайонел был настроен крайне решительно и было даже хотел скрыть ее с помощью топора. Тем не менее, изворотливый Дамер-младший смог выйти из ситуации, и его мрачные секреты на тот момент так и остались нераскрытыми. В сериале мы как раз можем наблюдать этот эпизод. В тот момент, когда его отец отправился за топором, Джефф вынул из ящика останки своей жертвы и положил на их место журналы для взрослых, сказав своему отцу, что прятал он именно их. В тот период времени Дамер стал частым посетителем гей-баров и саун. Вскоре ему запретили посещать одну из этих саун из-за обвинений в том, что по крайней мере 4 раза он приводил кого-то в частную кабинку и накачивал его наркотиками. Никаких обвинений предъявлено не было, хотя одна из жертв была госпитализирована примерно на неделю. 15 сентября 1987 года Дамер совершил свое второе убийство. Жертвой стал 24-летний Стивен Туоми. С ним он познакомился в гей-баре, где они оба много выпили, а потом отправились в отель «Амбассадор», где сняли номер. Дамер утверждал, что обнаружил жертву мертвой, когда проснулся рано утром. По его заявлениям, он не помнит, как произошло убийство. Он купил большой чемодан и вывез в нем тело из отеля, после чего перевез его в дом своей бабушки и начал избавляться от него так же, как поступил с телом Стивена Хикса. Впоследствии ни один из фрагментов тела Туоми так и не был найден. Я встретил этого парня в одном из баров в центре Милуоки. Мы пошли в отель, просто собираясь напиться. Я подмешал снотворное в его выпивку, чтобы лишить его сознания и провести с ним ночь. Когда я проснулся утром, мои предплечья и его грудь были в синяках. Изо рта у него текла кровь. Он висел на краю кровати. Я не помню, как избивал его до смерти, хотя я должен был это запомнить. Между первым и вторым убийствами прошло много времени – 9 лет. Перед совершением третьего убийства настолько затяжной паузы уже не было. Он совершил его в январе 1988 года. Жертвой стал 14-летний Джеймс Декстейтер. Дамер предложил мальчику деньги за то, что сфотографирует его обнаженным. Получив на это согласие, он уехал вместе с подростком домой к своей бабушке, где накачал его наркотиками и задушил. 24 мая 1988 года жертвой Дамера стал 24-летний Ричард Герреро. Он поехал в дом бабушки Джеффри, чтобы также сфотографироваться обнаженным. И снова Дамер накачал жертву наркотиками и задушил. Летом того же года бабушка Джеффри попросила его переехать из-за странного поведения и постоянной ужасной вони из подвала. Поэтому Дамер нашел квартиру в западной части Милуоки, поближе к своей работе на шоколадной фабрике «Амброзия». 26 сентября 1988 года, через день после переезда в свою квартиру, он был арестован за то, что накачал наркотиками и домогался 13-летнего мальчика. Имя этого парня – Сомсок Синтасомфон. Дамер заманил его в свою квартиру под одним из его любимейших предлогов, пригласив на откровенную фотосессию за деньги. Там он напоил его кофе с наркотиками, после чего стал домогаться мальчика. Сомсок смог освободиться и убежать. Казалось бы, хоть один случай в этой ужасной истории завершился тем, что жертва маньяка выжила. Да,
Сомсак смог отделаться лишь легким испугом, но эта история не имеет счастливого финала. Я попрошу вас запомнить фамилию Синтасомфон. Мы к ней очень скоро снова вернемся, потому что на этом беды этой семьи не закончились. Поистине ужасающие события с ними произошли почти 3,5 года спустя после встречи Даммера и Сомсака. А пока что Джеффри приговорили к 5 годам условно и всего лишь 1 году исправительных работ. По условиям наказания он должен был продолжать работать на шоколадной фабрике в дневное время, а ночевать он возвращался в тюрьму. Еще он был обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник. После условно-досрочного освобождения Даммер переехал в новую квартиру. Затем началась череда убийств, завершившаяся его арестом в 1991 году. 25 марта 1989 года Даммер, все еще находясь под следствием по делу Синтасомфона, убил 24-летнего Энтони Сирса. Его раскрашенный череп был найден в квартире Даммера после его ареста в 1991 году. 29 мая 1990 года жертвой становится Рики Бикс. Даммер встретил его в клубе и предложил ему деньги за то, чтобы он позировал обнаженным. Его раскрашенный череп тоже был найден в квартире Даммера после ареста. В июне 1990 года был убит 28-летний Эдвард Смит. Даммер сделал несколько фотографий во время расчленения его тела. 3 ноября 1990 года жертвой стал 24-летний Эрнест Миллер. Они познакомились перед книжным магазином. После того, как Даммер накачал его наркотиками, он перерезал ему горло и затем сфотографировал тело, после чего расчленил его, положив бицепсы в морозилку. Он отбелил скелет и раскрасил череп. Все это также было найдено в его квартире после ареста. 24 сентября того же года был убит Дэвид Томас. Даммер убил его, не вступая с ним в половую связь. Он фотографировал, как расчленяет тело. 7 марта 1991 года на автобусной остановке Джеффри познакомился с 18-летним Кертисом Стротером. Его череп также был обнаружен в квартире Даммера после его ареста. 7 апреля того же года был убит Эрл Линдси. Его череп Даммер тоже оставил себе в качестве трофея. 24 мая 1991 года он убил глухонемого Тони Хьюза. В сериале история этого убийства была раскрыта полнее остальных. А сейчас пришло время вернуться к семье Синтасомфон, про которую я говорил ранее. Как вы помните, до этого Даммера осудили за попытку совращения Сомсака Синтасомфона в сентябре 1988 года. Тогда мальчик смог сбежать от маньяка, несмотря на то, что подмешал ему в напиток большую дозу наркотиков. Спустя чуть более чем 3,5 года после этого, 27 мая 1991 года, Даммер встретил 14-летнего брата Сомсака по имени Конорак. Ему, как и многим другим своим жертвам, он тоже предложил деньги за то, чтобы он позировал обнаженным для фотосъемки. После завершения фотосессии Джефф накачал Конорака наркотиками. Затем он с помощью дрели просверлил в черепе мальчика отверстие, в которое залил соляную кислоту. Таким образом, Даммер хотел создать для себя покорного и безвольного зомби, который даже и не мог бы подумать о том, чтобы уйти от Джеффри. Убийство было всего лишь средством, оно приносило мне наименьшее удовлетворение, мне не нравилось это совершать. Вот почему я пытался создать живых зомби с помощью кислоты и дрели. Но это никогда не срабатывало. Убийство не было целью, я просто хотел, чтобы этот человек находился под моим полным контролем. Не нужно было бы учитывать их желания, была возможность держать их у меня до тех пор, пока мне этого хотелось. Оставив Конорака одного в своей квартире, Джеффри вышел выпить пиво. Непонятным образом мальчик собрался с силами и смог выбежать на улицу. Там его голову в полубессознательном состоянии обнаружили 2 молодые местные женщины. Они вызвали полицию. And this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he was really hurt. And I ain't got no corner on him, I just seen him and he needs some help. Where is he at? On 25th and State, the corner of 25th and State. He's just on the corner of the street? Yeah, he in the middle of the street, he fell out, we trying to help him, some people trying to help him. Okay, and he's unconscious right now? He getting him up, he is bruised up, somebody must have jumped on him and stripped him or whatever. Вернувшись из магазина, Даммер попытался забрать свою жертву и увезти ее домой, но женщины остановили их. На место происшествия прибыли офицеры Джон Болсерзак и Джозеф Гэбриш. Джеффри рассказал им, что 14-летний Синтасомфон якобы был его 19-летним парнем, и что они поссорились накануне вечером, когда выпивали.
Несмотря на протесты женщин, позвонивших в службу 911 и указавших на то, что это ребенок, не говорящий по-английски, полицейские передали Конора к Дамеру. Также они вошли в квартиру для проверки. Позже они сообщили о том, что почувствовали там странный запах, но не стали искать его источник. Как оказалось, этот запах исходил от тела Тони Хьюза, предыдущей жертвы Дамера, начавшей разлагаться в его спальне. Офицеры не предприняли никаких попыток проверить возраст или личность Синта Сомфона, а также найти кого-то, кто бы мог с ним общаться. Также не была проведена проверка биографических данных, которая могла бы выявить то, что Дамер является осужденным за растление малолетних и все еще находится на испытательном сроке. Также в публичном доступе имеется запись их разговора, на которой они шутят о произошедшем событии после того, как уехали с места происшествия, собственноручно передав в руки хладнокровного маньяка его изувеченную жертву, которая почти смогла от него спастись. Naked male was returned to his sober boyfriend. My partner's gonna get deloused at the station. Позже той же ночью Дамер убил и расчленил Конора, оставив его череп в качестве сувенира. После ареста Джеффри полицейские Джон Балсерзак и Джозеф Гэбриш, вернувшие ему Конорака, были уволены со службы, но позднее восстановлены. В 2005 году Балсерзак был избран президентом Милуокской полицейской ассоциации. К лету 1991 года Дамер убивал примерно одного человека каждую неделю. Постепенно, с увеличением темпа убийств, количество его жертв возросло, и ему было некуда девать их тела. Дамер раздобыл 200-литровую пластиковую бочку, которую наполнил сильнодействующей кислотой. Эта кислота растворяла человеческие тела, и они впоследствии превращались в осадок, от которого можно было легко избавиться, просто смыв его в унитаз. 30 июня он убил Мэтта Тернера. Разрезав тело, Дамер положил его голову в морозильную камеру, а остальную часть в добытую им бочку с кислотой. Джереми Вайнбергера он убил 5 июля. Как и в случае с предыдущей жертвой, голова отправилась в морозильную камеру, а тело в кислоту. Оливер Лейси был убит 12 июля. Его голову Джеффри положил в холодильник, а сердце в морозилку, чтобы съесть потом. Джозеф Брандехофт стал последней жертвой маньяка. Он был убит 19 июля. Убивая своих жертв, Дамер продолжал свои эксперименты по их превращению в живых зомби. Совершенно покорных, вечно молодых и сексуальных партнеров. Как и прежде, он пытался это сделать, просверливая отверстия в их головах и вводя соляную кислоту или кипяток в область лобной доли головного мозга с помощью большого шприца. Обычно это происходило, пока жертва была еще жива. Другие жильцы комплекса Оксфорд Апартментс, где Дамер снимал жилье, стали обращать внимание на ужасную вонь, исходящую из его квартиры. Несмотря на замечания соседей по этому поводу, Джеффри ничего не делал для того, чтобы ее устранить. Есть предположение, что ему самому просто мог нравиться запах разлагающейся плоти. Также соседи постоянно слышали стук падающих предметов и периодическое жужжание электропилы из его квартиры. В отличие от многих других серийных убийц, Дамер убивал жертв самого разного расового происхождения. 29 июля 1991 года Дамер заманил в свой дом очередного мужчину, Трейси Эдвардса. По словам потенциальной жертвы, Джеффри с ним боролся, пытаясь надеть на него наручники, но в конечном итоге не смог сковать его запястье. Вооружившись большим мясницким ножом, Дамер затащил Эдвардса в спальню, где Трейси увидел на стене изображение изувеченных тел и почувствовал ужасный запах, исходящий из большой синей бочки, которая была наполнена кислотой вперемешку с останками предыдущих жертв. Эдвардс ударил Дамера по лицу и ногой в живот, после чего побежал к двери и скрылся. Бегая по улицам с болтающимися на руке наручниками, он остановил полицейскую машину, в которой были офицеры Роберт Раут и Рольф Мюллер из полицейского управления Милуоки. Трейси привел их в квартиру Дамера. Джеффри поначалу вел себя дружелюбно по отношению к офицерам. Эдвардс сказал полицейским о том, что нож, которым ему угрожал Дамер, находится в его спальне. Когда один из офицеров проверил комнату, он увидел фотографии искалеченных тел, после чего полицейские сразу же арестовали маньяка. Когда один офицер обездвижил Джеффри, другой открыл холодильник и обнаружил там человеческую голову. Дальнейший обыск квартиры выявил еще 3 отрубленные головы, отрубленные руки, мужские половые органы, а также фотографии расчлененных жертв и человеческие останки в его холодильнике.
История с арестом Даммера и уликами в его квартире быстро приобрела известность. Несколько трупов хранились в бочке с кислотой, а в его чулане были найдены материалы для строительства алтаря из свечей и человеческих черепов. Джефф описал храм, который он задумал построить, и у него были его составные части, состоящие из скелета, восстановленного скелета и черепов. Он представлял себе это как место, куда он мог пойти и посидеть, прикоснуться к чему-то большему, чем он сам, куда он мог бы прийти и чувствовать себя комфортно. Это дало бы ему какой-то смысл в жизни. Так что, по моей оценке, это был аспект поиска духовности. Вскоре появились обвинения в том, что Даммер практиковал некрофилию и каннибализм. В квартире нашли 7 черепов, в морозильнике обнаружили человеческое сердце. Причина, по которой он убивал людей, заключалась в том, чтобы держать их при себе. А теперь, поедая тела, он не только держал их при себе, но и фактически делал этого человека частью себя, чтобы они были с ним навсегда, они были бы одним целым с Джеффом. Пойманный с поличным маньяк, понимая, что против него имеются неопровержимые вещественные доказательства, признался в содеянном. Что примечательно, так это то, что сам Даммер говорил о том, что убийства не приносили ему удовольствия и не были его целью. Но в одном из источников я нашел интересное предположение. Последняя его несостоявшаяся жертва, Трейси Эдвардс, был накачан наркотиками, но не потерял сознание. Это повышает вероятность того, что седативные средства, которые Даммер давал своим жертвам, были предназначены только для того, чтобы ослабить их, в то же время оставляя их в сознании. К тому времени Даммер определенно имел достаточно практики, чтобы иметь хорошее представление о том, какая доза необходима для того, чтобы отключить человека. Возможно, ему все же нравилось издеваться над беспомощными жертвами, в то время, когда они находились в сознании. Даммеру было предъявлено обвинение в 17 убийствах. Суд над ним начался 30 января 1992 года и продлился 2 недели. Джеффри не признал себя виновным по причине невменяемости. Если бы его признали невменяемым, то его было бы необходимо поместить в психиатрическую больницу до самого конца его жизни. Такой вариант развития событий не устраивал родственников всех его жертв. В итоге суд признал Даммера вменяемым и виновным по 15 пунктам обвинения в убийстве и приговорил его к 15 пожизненным срокам, что в общей сложности равняется 957 годам тюремного заключения. Это было максимально возможным наказанием, потому что в Висконсине отменили смертную казнь еще в 1853 году. На судебном заседании Даммер выразил раскаяние в своих злодеяниях и сказал, что желает собственной смерти. «Ваша честь, все кончено. Это никогда не было попыткой освободиться. Я никогда не хотел свободы. Честно говоря, я хочу смерти для себя. Мне так жаль, что я сделал с этими бедными семьями, и я понимаю их справедливую ненависть. Мне очень и очень жаль. Для всех остальных, кому я причинил боль своей матери, отцу и мачехе. Я их всех очень люблю и надеюсь, что они обретут такой же покой, который ищу и я». В мае того же года Даммер был экстрадирован в Огайо, где признал себя виновным в убийстве своей первой жертвы – Стивена Хикса. Джеффри отбывал срок в исправительном учреждении Колумбии в Портедже, штат Висконсин, где в конечном итоге объявил себя возрожденным христианином. Рой Рэдклифф, местный проповедник Церкви Христа, встретился с Даммером и согласился его крестить. Он был очень приветливым, приятным человеком. Мне всегда казалось, что я имею дело с маленьким мальчиком в теле взрослого мужчины. Он мог взволнованно интересоваться красивыми или интересными вещами, которыми мог бы быть увлечен маленький мальчик. Интересное совпадение. Крещение произошло 10 мая 1994 года, в тот же самый день, когда был приведен в исполнение приговор другому известному серийному убийце – Джону Уэйну Гейси. На основе этого совпадения многие люди, склонные верить во что-то сверхъестественное, выстроили множество различных зловещих теорий. На Джеффри дважды нападали в тюрьме. Первый раз в июле 1994 года. Заключенный пытался перерезать Даммеру горло лезвием бритвы, когда он возвращался в свою камеру с церковной службы в тюремной часовне. В тот раз ему были нанесены лишь легкие поверхностные раны. Но 28 ноября того же года, выполняя уборку в тюремном спортивном зале, Даммер и еще один заключенный, Джесси Андерсон, были жестоко избиты Кристофером Скарвером ручкой от метлы. Даммер умер от тяжелой травмы головы по дороге в больницу. Андерсон скончался от полученных травм через 2 дня.
Реакция семей жертв Даммера была неоднозначной, хотя, похоже, большинство из них были удовлетворены известием о его смерти. Апартаменты Оксфорд, где Джеффри снимал свою квартиру, были снесены. Поначалу на том месте хотели установить мемориал всем его жертвам, но сейчас там ничего нет. В 1994 году Лайонел Даммер опубликовал книгу «История отца» и пожертвовал часть полученных от нее доходов семьям жертв. Большинство семей выразили поддержку Лайонелу и его жене Шерри. Сестра Эдди Смита, одной из жертв, даже подружилась и периодически встречается с ними. Отец и мачеха Джеффри продолжают носить фамилию Даммер и говорят, что любят его, несмотря на его преступления. Мать Джеффри, Джойс Флинт, умерла от рака в 2000 году. Младший брат Дэвид сменил фамилию и живет анонимно. Имущество Даммера было передано семьям 11 его жертв, подавших в суд о возмещении ущерба. В 1996 году Томас Джейкобсон, адвокат, представляющий 8 семей, объявил о запланированном аукционе по продаже имущества Джеффри, на котором должно было быть собрано до $1 миллиона. Это вызвало споры. Гражданская группа Milwaukee Civic Pride была создана с целью собрать средства для покупки и уничтожения этих вещей. Группа пообещала внести $407 225. 5 из 8 семей, представленных Джейкобсоном, согласились с условиями, и имущество Даммера было уничтожено и захоронено на неизвестной свалке в Иллинойсе. В январе 2007 года появились доказательства, потенциально связывающие Даммера с похищением и убийством Адама Уолша в 1981 году во Флориде. Однако отец Адама, Джон Уолш, считал, что преступление совершил другой серийный убийца – Отис Тул. В интервью об Адаме Уолше в начале 90-х годов Даммер неоднократно отрицал свою причастность к преступлению. В 2008 году полиция Флориды объявила дело Уолша закрытым и назвала убийцей Тула, умершего в тюрьме в 1996 году. На этом видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Поставьте на ваше усмотрение лайк или дизлайк, а также при желании подпишитесь на этот канал, группу в ВК и Телеграм. Ссылки на наши сторонние ресурсы находятся в закрепленном комментарии и в описании под видео. Заранее спасибо. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.